Привет, Джен. Как у тебя дела? Привет, Саша. У меня все отлично. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях австралийская девушка по имени Дженнифер. Родилась в Западной Австралии, город Перт. Совсем недавно вернулась из России, где жила и работала 1,5 года. Я попросила ее дать интервью и ответить на несколько вопросов о ее ощущениях, опыте, сложностях жизни в России. И она с радостью согласилась рассказать свою историю. Так давайте же послушаем. Меня зовут Дженнифер. Я родилась в Перте, в Австралии. Мне 30 лет. И я очень люблю языки. Я говорю по-французски, по-немецки. И я начала изучать говорить по-русски. Когда мне было 17 лет, что я хочу однажды жить в России. И я очень хорошо помню этот момент. Я была в школе в Австралии и на занятии русской истории. И я решила для себя, вау, однажды просто хочу жить там, изучать этот язык и узнать больше об этой культуре. Целые 10 лет я думала, что Эрмитаж находится в Москве. И я переехала в Москву. И решила, давай сразу сходим. И попала на Красную площадь, да? И узнала сразу, что Эрмитаж не находится в Москве. Первые 4 месяца, я бы сказала, мне было сложно. Я переехала прямо в Москву. И перед этим я жила в Швейцарии 2 года. И в Швейцарии, по-другому, я бы сказала. И как я сказала, я родилась в Перте, где живут только 2 миллиона. И 2 миллиона людей. И это как все население Австралии в одном городе, в Москве. Мне было очень сложно. Я очень хорошо помню, что я каждый день плакала в метро, когда там сидела, и я даже не знаю сейчас почему. Было сложно увидеть так много бездомных на улице, особенно зимой. Это еще другая вещь, температура, климат, да, в России. Почти всю жизнь жила в Австралии, в Перте, где зимой может быть 16 градусов. И я постоянно это говорила людям в России. И я сказала, вы знаете, у нас зимой может быть, бывает 16 градусов днем. И они спрашивали, жари? Я сказала, конечно, жари. И я не видела снег, так что у меня другое отношение к зиме. Мне кажется, мне часто говорили про Crocodile Dundee. Crocodile Dundee, он герой фильма в Австралии. Вообще-то 3, есть 3 фильма. И, я просто боюсь, что в России вы думаете, что мы действительно так живем, прямо в лесу. И это не так, не везде. Это действительно стереотип. Одна из самых сложных была мой язык, потому что я вообще не говорила, когда переехала в Россию. Да, русский язык намного труднее, чем французский, чем немецкий. У вас есть падеже, у вас есть причастие. Очень медленно я начала понимать и говорить. Я начала заниматься йогой, чтобы познакомиться с людьми, потому что я вообще никого не знала в Москве. И не хотела тусоваться с австралийскими. Я хотела проводить время с русскими, чтобы изучать язык.
я приехала, и мне говорили, что когда спрашивают, как дела, можно говорить, пока не родила. И потому что я ничего не понимала, я спросила, и что это значит, пока не родила? И мне говорили, это значит, у меня нет детей. Так что первый, я не знаю сколько раз, но первый, скажем, неделю, мне спрашивали, как дела, и я говорила, у меня нет детей. I don't have any children. Салуки под шубой для меня звучит не очень, честно говоря, потому что когда я слышу шуба, я думаю о мех. И рыба с мехом просто не очень вкусно. Ну, поняла, когда я первый раз это блюдо пробовала, и очень вкусно было, конечно. Оливье ела на Новый год, конечно. И что еще? Вареники попробовала. Настоящая русская бабушка приготовила, так что они были еще вкуснее. И, мой самый любимый десерт – это медовик. Несколько людей уже знают, что это мой самый любимый десерт. Просто я слышу, что очень трудно приготовить. Барбекю – это самый традиционный способ приготовить мясо. Очень вкусно. Можно на улице, можно в саду, можно на пляже. Это самый любимый способ приготовить мясо. Кенгуру стейк очень вкусно, кстати, но надо приготовить, очень быстро повернуть. Очень быстро повернуть, чтобы не стало жесткий. Жесткий, да. Саша, я принесла для нас сегодня, может быть, самые традиционные блюда в Австралии, самые вкусные, по-моему, даже вкуснее, чем кенгуру стейк. И, может быть, вы знаете уже, это называется Vegemite. И Vegemite это на тост. Но я вам говорю, что если приезжаете, когда приезжаете в Австралию, надо обязательно это попробовать. Мне нравится, что в Австралии можно заниматься спортом на улице весь год, да? Целый год на улице. И купаться здесь у нас, кататься на велосипеде по набережной, даже бегать тоже. Большинство людей здесь часто занимаются спортом. Как я сказала, в России я начала заниматься йогой, и это мне очень нравится. Я была уже 4 месяца в Москве перед тем, как я нашла первую подругу, и это долго, это было не очень легко. Я пошла на занятия и познакомилась с людьми там. Но я помню, что я ничего не понимала, когда я первый раз, как я пошла на занятия. И я просто пошла, чтобы познакомиться с людьми и чтобы изучать русский язык. И мне было надо все время смотреть на тренера, чтобы понять, что делать. И все было хорошо, все прошло хорошо до того, как она сказала: закройте глаза. В Москве можно 24 часа, ты можешь в ресторан в час ночи, если хочешь. Можешь в театр, это недорого. Совсем недорого по сравнению, я имею в виду, с Австралией, где очень дорого.
я была несколько раз на опере и на концерте. Часто путешествовала по России и была в Сибири. И я была на Байкале, и там жила в юрте с русскими. Это было просто здорово. И говорят, что я была на Алхоне. И Алхон говорят, это сердце Байкал. И говорят, что Байкал это сердце Сибири. И говорят, что Сибирь это сердце России. Так что я была прямо в сердце мира. Помню, это было, 4 дня, я думаю, из Москвы до Иркутска. Познакомилась, конечно, с людьми, потому что, я была одна. И с бабушками, которые меня кормили все время курицу, яйца, водку. Это не была бабушки, мальчики. Вообще узнала больше про Россию и ваши традиции. Джен так искренне и сознанием дела отвечала на вопросы, что я решила перейти к более сложным. Поговорить про культурные различия, про безопасность, про русские поговорки и, конечно же, не обошла тему про русских мужчин. Саша, ты знаешь, я совсем с этим не согласна. В Москве, может быть, не всегда смеются, на улице, просто так, в метро, например. Зачем? Я понимаю, зачем смеяться или улыбаться, если ничего не смешного. Это не значит, что русские угрюмые. Я не согласна. Это тоже в Австралии легче, чем в России, мне кажется. Легче начать общение в Австралии с человеком, которого ты не знаешь. Это может быть легче начать общение, но это не обязательно глубокий или искренний. Это может быть ничего не значит. Мне кажется, что это способ жить в России. Вообще, способ делать. Получить, что тебе надо. Надо это хорошо понимать. И мне нравится, что в России у вас есть, как в Швейцарии есть, и как, везде. В Швейцарии тоже много правил, да? В России тоже правила есть. Просто есть всегда путь мимо правила, чтобы добраться до цели. И мы часто улыбаемся, когда увидим человека, которого мы не знаем, просто на улице. Я это постоянно делала в Москве, потому что я была привыкла. И люди, я помню, что я была в метро и, просто улыбалась. Вообще улыбалась. Когда не плакала, улыбалась. И, да, на меня просто смотрели, like, what? Типа то. So, whatever. Это большая разница, я думаю. Я думаю, это культурная разница. Очередь в России, мне кажется, что нет очереди вообще. Нет процесс очереди. В России ты можешь стоять где тебе хочется, даже если ты, может быть, последний пришел в магазин. Есть разница между мужчиной в России и мужчиной в Австралии. Например, в России, если ты на свидание, мне говорили, я ни разу не была на свидании в России, но я поняла, что на свидание как женщина ты ожидаешь, что мужчина будет оплатить, да, в конце свидания, даже если было ужасно. И ему не было весело, он оплатит. И это
правильно, мне кажется. Не дождешься в Австралии, если ты ходишь на свидание с австралийцем. Не дождешься, потому что это не обязательно так у нас. Не всегда. Да. Это большой город, 20 миллионов людей, и я жила в центре, может быть, из-за этого я не переживала. Ну, я бы сказала, что я в Перте, здесь в Австралии, есть места, где это опаснее, чем разные места в Москве. И именно платки Павло Посадский, спасибо, Саша. Павло Посадский платки. И я купила мой первый платок. В течение первой недели в Москве я купила первый. Это третий. Это шелк. И я была в магазине, и, может быть, это был уже 5 раз, потому что у меня есть несколько. И мне говорил, это был мужчина, и он говорил, зачем еще платок. И я сказала ему прямо, платок никогда не бывает лишним. Мне кажется, по-моему, я учила быть более искренним, и это и дружба тоже в России. Мне кажется, ну, у меня сейчас другая идея дружбы, скажем так. В России, мне кажется, если ты подружилась с кем-то, это значит, что вы, ну, всю жизнь будете друзья, и это красиво, и мне эта идея очень нравится. Да, я бы сказала, что в России я учила говорить правду, и от сердца говорить, и от сердца относиться к другим.